Здравствуйте, мои дорогие, с вами Карина, добро пожаловать. Сегодня я хочу сделать для вас расклад, его откровенный разговор с вами. Посмотрим на вашего мужчину, что он чувствует, что он думает, может быть, что-то изменилось. Все это мы будем смотреть. Сначала, как обычно, будет сигнификация. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Если с вами не резонирует, значит, для вас будут другие расклады на канале. Хочу также сказать огромное спасибо всем, кто смотрит, всем, кто подписывается, ставит лайки, пишет комментарии. Спасибо вам большое за вашу обратную связь. Мне это очень важно, очень приятно. Итак, давайте начнем. Мужчина в этих отношениях. Мужчина в отношениях с вами. Что он, кто он? И вы в этих отношениях. Так? И что между вами? Потом будем задавать следующие вопросы. Итак, мужчина в этих отношениях. Справедливость. Мужчина очень взвешенный, очень уравновешенный, лишних шагов не предпринимает, лишних слов не говорит. Старается, чтобы все было в балансе. Вот сколько ты мне, столько я тебе. Ни больше, ни меньше. То есть он старается не выходить за какие-то рамки, за какие-то границы. Вы же в этих отношениях, наоборот, у вас границ нету. У вас есть чувства, эмоции, все это переполняет. И, возможно, вы вообще такой человек, когда вы любите, все знают, что вы любите, и ваш мужчина знает, что вы любите. Вы не выставляете никакие границы, у вас нету «ты мне, я тебе». Вы полностью в своих чувствах, в своих эмоциях. Если вы отдаете, то вы отдаете сполна. А мужчина не такой. Мужчина очень-очень сдержанный. Возможно, давайте дополним. Пока не буду ничего говорить. Дополним про мужчину. 4 пентаклей. Я даже подумала, что он может быть в браке, ваш мужчина. Но пока я не могу сказать. Вас дополним. 6 жезлов. Смотрите, мужчина здесь очень сдержанный, как я сказала. Он выверяет каждое слово, каждое действие. Все, что он дает, он как бы отмеряет по чуть-чуть, чтобы не переборщить, чтобы не сказать слишком много, чтобы не дать слишком много. Человек может быть закрытый, консервативный по 4 пентаклей, также может быть жадноватый. Жадноватый и на деньги, и на чувства жадноватый, и на слова, и на все. Вот такой вот. Очень-очень держит себя в рамках и выставляет эти рамки другим тоже. Может быть консервативный, тяжелый на подъем, может занимать какую-то ответственную позицию в жизни, но мы смотрим именно на отношения с вами. И вот в отношениях с вами он проявляется вот так. Что касается вас, вы знаете себе цену, в том числе и в отношениях тоже. Когда я сказала, что вы любите и у вас нет границ, да, но это не значит, что вы теряете уважение к себе. Вы уважаете себя и заставляете уважать себя других. То есть вы таким образом себя ведете с достоинством, вы прекрасно осознаете все свои достоинства и, соответственно, заставляете окружающих себя уважать просто своим поведением. Вам даже никому не нужно объяснять, что вы достойны уважения, это люди видят и понимают сами. Но когда дело касается чувств или любого дела, куда вы вкладываете душу, в данном случае в отношения, вот в эти отношения вы вкладываете свою душу или вкладывали, если вы смотрите на прошлые отношения. И тут вы никаких границ не выставляете. Вы не считаете, сколько вы кому что дали. Если вы человеку помогаете, вы ему помогаете безоговорочно, не ожидая ничего взамен. Вы не будете считать копейки, вы отдадите ему последнее, если это ваш любимый человек. Если это по-настоящему близкий вам человек. Чего не сказать о мужчине. Мужчина мог это принимать. Он мог принимать с радостью все, что вы могли ему дать, и до сих пор может принимать, да, смотря, если у вас сейчас отношения продолжаются. Но сам, когда самому надо что-то отдать, вот здесь он будет считать и денежки, и все. И даже лишнего слова он просто так не скажет. Этот мужчина может находиться, как вариант, может находиться в законном браке. И это именно может быть причиной, почему он такой сдержанный. Просто потому, что у него есть сдерживающие обстоятельства, какие-то ограничения есть у него в жизни,
именно поэтому он не может сполна проявиться в отношениях, он не может вам дать все, что вы хотите, все, что, в чем вы нуждаетесь, он не может, потому что у него есть определенные ограничения. И это может быть и брак, в том числе законный. Но вы для него очень привлекательны. Именно вот этой своей харизмой, во-первых, тем, что вы умеете себя подать, преподнести, вы ведете себя с достоинством, очень гордая, ну и тем, как вы умеете любить. Да, тем, что вы можете отдавать себя без остатка. Что между вами? Королева жезлов между вами. Ну, смотрите, это, скорее всего, какая-то третья сторона в отношениях. Королева жезлов обычно нам не показывает супругу, но здесь всякое может быть. Может быть, это не супруга, но это какая-то женщина между вами стоит. Эта женщина может очень большое влияние оказывать на мужчину. Неважно, жена она, не жена, кто бы она ни была. Но, да, она стоит между вами. Нацелена она на мужчину, целиком и полностью она им поглощена. И, конечно же, поскольку это королева жезлов, она обладает силой внушения. Она может управлять. Если ей очень сильно нужно, она может реально оказывать воздействие. Это может быть воздействие психологическое, воздействие словами и даже какими-то своими методами. Ну, я не скажу, что обязательно магия, но есть у нее средства, есть у нее рычаги. И, может быть, именно поэтому мужчина, он как будто зажат в какие-то рамки, он зажат в тиски своей ситуации, своими обстоятельствами. Хотя мне здесь пока не показали явный треугольник, но вот косвенные улики здесь есть. Давайте на оракуле посмотрим, что за женщина. Жадность, время. Ну, смотрите, в любом случае, это женщина, которая своего не отдаст. Жадность, которая своего не уступит. Если у нее есть виды на этого мужчину, если он ей нужен, и она с ним в каких-то отношениях, то она будет за него держаться. Жадность. Именно, похоже, это стоит между вами. Давайте посмотрим, что он сейчас думает о ваших отношениях. Что мужчина сейчас думает о ваших отношениях? Как он их видит? Смотрите, он не хочет отпускать эти отношения. Для него они очень важны. Потому что это для него хороший шанс. Шанс на что? Шанс на мечту. Вы знаете, вы женщина его мечты. Он мечтал о такой женщине. И тут он вас встретил, он вас заполучил. С одной стороны, вы можете отдавать всю себя, с другой стороны, вы не тряпка. И вот сочетание этих качеств вообще очень привлекательно для мужчин вообще и для этого мужчины в частности. То есть он вас видит, ваши отношения с вами, то, что вы вообще с ним можете быть, как большой, замечательный, вкусный шанс для себя, просто как свою мечту. Знаете, здесь даже есть такие моменты, что он сам себе не верит. Неужели эта женщина со мной? Неужели я ей нравлюсь? Неужели я ее достоин? А почему у него такое удивление, что вы с ним? А он себя считает скучным, неинтересным. И он понимает, что он вам многое не дает. И, может быть, и не может дать. Опять же, вот из-за своих обстоятельств. И главным образом он считает себя скучным. Что он не может дать вот такой наполненности, такой глубины эмоций, чувств. И он на самом деле в чем-то зажат, в чем-то он, может быть, он даже не умеет толком ухаживать, может быть, он не умеет говорить комплименты. Ну, в общем, он считает себя, что он практически недостоин вас, что ему вообще повезло, что такая женщина, как вы, обратила на него внимание. И здесь еще может быть такой момент, что он боится, что вы перестанете им интересоваться. Именно поэтому, потому что он как бы не дает вам то, чего вы достойны, или то, чего вы хотите, и что рано или поздно вам это надоест, и вы потеряете к нему интерес. Здесь и такое может быть, вот такой страх. Мы сейчас говорим о том, как он видит ваши отношения. Что для него это удача большая, а для вас, возможно, это совсем не так. Он может считать, что вы в жизни своей встречали более интересных мужчин, которые могли вам больше дать,
или что у вас есть потенциал встретить такого человека. То есть он как бы невысокого мнения о себе, вот именно что касается ваших отношений. А что он думает вот об этой женщине? Что он думает, кто она вообще для него? Какое значение она имеет? Почему она между вами? Королева мечей. Вот смотрите, королева жезлов, королева мечей. Это женщина, которую он побаивается, я бы так сказала. Она бесспорно какое-то место в жизни его занимает. Может быть, это жена, но тут отношения уже какие-то холодные. То есть она его держит, но здесь вообще-то такую холодную женщину показывают. Очень суровую, жесткую. Я бы даже сказала, что это мать. Хотя все может быть. У кого-то это может быть мать, у кого-то, ну, я не знаю, старшая сестра, которая его держит каким-то образом, прям в ежовых рукавицах, дает ему советы, вмешивается в его жизнь, настаивает, внушает ему какие-то мнения, мысли, дает такие советы, что типа зачем вот эта женщина тебе нужна, например, да, тебе нужна другая женщина. Вот такое здесь может быть. То есть если это не жена, и вы точно знаете, что мужчина не женат сейчас, то ну, кто-то у него точно вот очень сильно вмешивается в его личные дела. Но это может быть и жена. В таком случае, если это жена, то здесь чувств нету. Здесь есть желание его удержать, желание им манипулировать. Здесь очень много амбиций у этой женщины. Ну и по королеве мечей здесь нету чувств, здесь нет эмоций, здесь скорее есть холодный расчет. Когда женщина хочет управлять, она хочет все держать в своих руках, его, их отношения. Что еще у него к ней, к этой женщине? Ну, вы знаете, похоже, общий дом. То есть все-таки похоже, что это супруга или они вместе живут. В общем, это какая-то женщина в его жизни, которая не собирается сдавать свои позиции, никуда не собирается она пододвигаться. Она, скорее всего, у него в доме, у них есть что-то общее, общее прошлое, общий быт, какие-то заботы, какие-то дела. Вот это их связывает. Давайте такой вопрос. Этот мужчина, что-то он в последнее время осознал, понял, как-то его мысли изменились или нет? Какое-то понимание пришло. Король жезлов. Ну, это, скорее всего, мужчина просто понимает свои чувства, что чувства у него есть, что у него есть страсть к вам. Я спрашиваю именно относительно вас. Он понял, что не хочет он вас отпустить. Да, вот смотрите, нам показывают треугольник. То есть, несмотря на то, что в его жизни есть другая женщина, здесь нам явно показывают мужчину и двух женщин в этой колоде. Несмотря на это, он чувствует, что он вас отпустить не хочет, потому что у него к вам есть большая страсть. И знаете, здесь, возможно, как было. Когда-то он раздумывал и думал, что, может быть, он выбор сделает и расстанется с вами. Если вы уже расстались, да, то значит, это случилось. И он думал, что он этот выбор сделал. Но по сути получается, потому что мы же спрашиваем, осознал ли он что-то, изменились ли как-то его мысли, мнения. И получается, что мужчина осознает, что он вас отпускать не хочет. У него страсть и хочет контролировать вас, возможно, вас вернуть, если вы сейчас не вместе. Если вы вместе, значит, он хочет, чтобы эти отношения продолжались и чтобы оставалась ситуация треугольника. То есть выбор он делать не готов, но и отпустить вас он не готов. Вот это он понял. Потому что у меня есть притяжение к этой женщине, я хочу ее контролировать и ситуацию контролировать. И он так и пытается делать. И возможно, что он и с самого начала так себя вел. Потому что все-таки маг — это человек, который хочет держать все под контролем, манипулирует людьми для того, чтобы иметь власть, иметь контроль. Но у кого-то здесь может быть и такое, что мужчина все-таки думает, что он сможет вырулить как-то из этого треугольника. У кого-то может быть такая ситуация, что он, если раньше он думал, что никуда я от этой женщины не денусь, да, которая стоит между вами, то теперь, может быть, он думает, что я возьму что-то в свои руки, наконец-то приму какое-то решение. Чего же он реально хочет?
Десятка жезлов. Королева пентаклей. Нет, вы знаете, я не думаю, что он что-то хочет менять. Скорее всего, он решил, что он хочет быть с вами во что бы то ни стало, но изменить сейчас ситуацию он не может. Это было бы для него слишком сложно, потому что есть вот опять же эта женщина. Хочет быть с вами, но есть препятствия. Знаете, этому мужчине, ему проще лавировать между двух огней, ему проще быть с двумя женщинами, чем расстаться с одной из них. Вот так я скажу. Это для него было бы слишком тяжелым решением, ну практически невозможным, потому что здесь его держат какие-то совместные обстоятельства, обязательства. Вас он отпустить не может, потому что вы мечта всей его жизни. Он вас видит как шанс для себя, как, ну я не знаю, осуществление своей мечты буквально. И он это осознает, что он ни со своей женщиной расстаться не может, ни с вами. Это было бы для него невозможным решением. Давайте посмотрим, изменилось ли как-то его отношение к вам. Изменилось ли как-то его отношение к вам? Если да, то как? Изменилось ли как-то его отношение к вам? Но если изменилось, то я скажу только, что страсть его усилилась, и желание быть с вами усилилось. И он эти отношения отпускать не собирается, он хочет быть с вами и всячески будет отстаивать свое право на вас. Вот так скажем. Хочет быть главным мужчиной в вашей жизни, хочет встреч, переписки, отношений. Если вы сейчас не вместе, то обязательно этот мужчина проявится, потому что у него это в мыслях обязательно выйти на контакт. Или же продолжать встречи, продолжать отношения. Если вы были на паузе, то значит вот такие изменения, что он все-таки хочет быть с вами, и 100% он отношения заканчивать не хочет. Если что-то изменилось, то только то, что он серьезнее стал относиться к вашим отношениям. Может быть, вы ему что-то высказали, может быть, вы ему поставили какое-то условие и сказали: я не на помойке себя нашла, у меня может быть полно других мужчин и вариантов. И это его подстегнуло. То есть он как бы подумав, поняв, что он в своей вот этой жизни ничего изменить не может, но он также понял, что и без вас он тоже не хочет. Поэтому, если вы сейчас на паузе, то, скорее всего, мужчина проявится с каким-то предложением, что-то будет вам обещать, возможно. У него есть огромное желание, огромный сексуальный интерес к вам, будет использовать силу своего убеждения. Вот тут у него может проявиться красноречие. Хотя он останется очень таким все равно расчетливым, потому что это его натура. Вот здесь его показали как короля пентаклей. И здесь у него четверка пентаклей лежит на его характеристику. То есть он все равно будет отмерять, все равно будет у него какой-то расчет. Но страсть здесь присутствует. Хочет ли он что-то изменить в отношениях с вами? Хочет ли, может ли что-то изменить в отношениях? Скажем, если вас что-то не устраивает, готов ли он пойти на компромисс? Знаете, скорее всего, нет. Скорее всего, вот он будет вести себя как обычно. Если вы будете с ним, то ему этого и надо. Конечно, он будет стараться что-то или пообещать, или что-то вкладывать. Зависит от вашей ситуации. Но если на этого мужчину сильно давить, он может исчезнуть на время. Он может даже обидеться, пропасть, потом вернуться. То есть в этом тоже могут быть какие-то манипуляции с его стороны. Он может выжидать какой-то удобный момент. Может быть, дождется, что вы соскучились, появится. Но в общем и целом менять он ничего не хочет. Потому что ему нормально так. Девятка чаш. Ему нормально. Вот если вы с ним, он получает удовольствие, у вас есть какие-то встречи, отношения, и ему этого и нужно. И пока он это от вас получает, ему не надо ничего менять. Он получает от вас сполна. От вас он получает все, что ему нужно. Его желания удовлетворены. Здесь скорее, что он вам многое дать сам не может. А что касается своих желаний, то они полностью у него удовлетворены. И все-таки, знаете, но он как будто бы ищет какой-то вариант, он как будто бы ищет какой-то выход или ждет удобного момента.
или же рассчитывает на то, что вы будете его ждать бесконечно. Он будет вас подпитывать регулярно встречами, обещаниями, может быть, даже какими-то приятными вещами, подарками. То есть что-то бесспорно он будет вкладывать в то, чтобы вы были с ним, чтобы вы не разочаровались окончательно. Потому что мы все-таки помним, что он думает, что вы можете разочароваться, и что он вообще-то не дотягивает до вас. У него такое ощущение. О чем-то он все-таки думает, конечно, но в общем и целом, если вот совсем честно, то ему все хорошо. Его все устраивает. Давайте посмотрим его чувства к вам на данный момент. Его чувства к вам. Что он чувствует к вам? Ну, во-первых, он чувствует, что вы от него немножко закрываетесь, отдаляетесь. Опасения здесь есть. Как бы не нарушилось вот это безмятежное спокойствие. Смотрите, с вами он счастлив. Ему с вами очень хорошо. Нам это здесь весь расклад показывает, как хорошо ему с вами. Что вы доставляете ему очень много моментов счастья, радости. С вами даже он может забывать какие-то свои проблемы. Но здесь вот есть такое беспокойство, что или вы устанете от него и закроетесь, именно потому, что он ничего сейчас не может или не хочет изменить и не меняет. И... То есть вот это все здесь как будто такая настороженность есть. А что же будет дальше? Долго ли я смогу получать от нее то, что мне нужно? А он буквально подпитывается от вас. Он в ваших лучах греется. Но вот у него такое ощущение, страх такой, что а вдруг это закончится? Как будто бы это может закончиться в любую минуту. И он останется с разбитым сердцем, у разбитого корыта, никому не нужный. У него нет уверенности в том, что между вами все будет хорошо. Вы знаете, интересно, хоть его здесь и показали магом, но у меня от этого мужчины такое ощущение, что он не уверен в себе. Он может и хочет манипулировать. Манипуляторы, кстати, часто манипулируют, потому что они свою слабость ощущают. Сильному человеку, в принципе, манипулировать-то и не нужно. И вот он настолько не уверен в себе, и, может быть, именно поэтому вот эта женщина может на него как-то влиять и контролировать его. И он это знает, он понимает, он как будто все время ждет от вас, что вы отвернетесь от него, лишите его вот своего солнышка, своего тепла. Без вас ему плохо. Вот если вы сейчас на паузе, то он чувствует себя совершенно вот ненужным, забытым, потерянным и лишенным вот этого тепла. То есть ему даже физически он как будто ощущает какой-то холод. И я думаю, что ему ни с кем так не было хорошо и тепло, как с вами. Именно поэтому он ваше внимание к себе ощущает как огромную удачу для себя. И вот смотрите, здесь звезда, то есть это исполнение его мечты. Он о такой женщине только мечтать мог. Поэтому, конечно, ему страшно вас потерять. Даже если вы на паузе сейчас, для него это смерти подобно. Он вот такой бредет, не разбирая дороги, у него все плохо, все в таких серых красках, если вы лишили его своего внимания. Вот это у него в чувствах сейчас на данный момент. Потребность в вас, ожидание какой-то беды даже, можно сказать. От этой женщины он тепла не получает. Он получает контроль, манипуляции, но не тепло, не вот это солнышко. Что его связывает с этой женщиной еще раз? Крысы. Ну, тут я могу сказать только, что любви там нет, отношения очень напряженные. Человек, у которого на самом деле сейчас нету выхода. И та женщина, она реально вгрызлась в него. То есть там нету искренности в отношениях, там скорее может быть зависимость, страх. Хотя вот здесь показывают, что вроде бы общий дом, может быть это то, как это выглядит со стороны для окружающих, союз, да, вроде бы так все празднично, но на самом деле показали крыс, ничего хорошего. Хорошо, давайте спросим, ждет ли он чего-то от вас. Ждет ли он от вас каких-либо действий, шагов? Чего вообще он хочет от вас?
Семерка чаш. Ну, конечно, чего-то хочет. Четверка мечей. Паж пентаклей. Знаете, это та ситуация, когда ваше бездействие ему больше безопасно, скажем так, чем какие-то ваши действия. Потому что если вы начнете действовать, то, скорее всего, не в его пользу. Такое впечатление, что сейчас он даже не хочет вас трогать и, возможно, задавать какие-то вопросы не хочет. Или он затаился, или он хочет, чтобы вы о чем-то подумали. Он знает прекрасно, что у вас есть выбор и всегда был. Что вы не та женщина, которая будет сидеть просто так, горевать в одиночестве. Он прекрасно знает, что если вы захотите, у вас куча вариантов. Вы можете выбрать любого мужчину, любое себе развлечение, увлечение. И поэтому он думает, пусть она лучше сейчас ничего не делает. Конечно, ему хочется каких-то шагов от вас, но таких очень позитивных. Хотел бы получить от вас известие какое-то, чтобы вы как-то проявились, но чтобы это было так, подумав, да, чтобы это не было скоропостижно, чтобы это не было под влиянием эмоций, чтобы вы не были разозленная какая-то, раздраженная. Я говорю, ему для счастья сейчас нужно, чтобы вы лучше ничего не делали. Лучше эту женщину не злить. Вот у него такое сейчас чувство. Потому что если она разозлится, я ее потеряю. Ну, конечно, хочет и ждет вашего расположения. Вы его своим каким-то шагом, может быть, сообщением, каким-то шагом, действием в его адрес, вы его спасете от одиночества. Но вот для того, чтобы сейчас ему было спокойно, он хочет, чтобы вы ничего не делали. Вот если у вас сейчас затишье, пауза, может быть, после какой-то бурной ссоры, после выяснения отношений, может быть, вы ему все высказали, да, вот он сейчас хочет, чтобы вы лучше успокоились. И почему у него вот такое напряжение в отношении вас, да, он как будто ожидает чего-то, он ожидает какой-то угрозы, засады, нападения. Это именно потому, что он понимает, что у вас всегда есть выбор. Вот он так вас видит, что вы женщина с выбором. У вас много вариантов может быть. Он этого боится, он опасается. Поэтому он сейчас старается вас не злить. Каких действий можно ожидать от него? Собирается ли он что-то делать? Чего от него ждать? Ну, конечно, собирается. Помолчит, появится с разговором. Скажет, как ему плохо без вас. Что он полностью потерян. Смотрите, вот если у вас сейчас какое-то расставание произошло, то появится и скажет, как ему было плохо без вас, и как он хочет, чтобы у вас был снова шанс, чтобы что-то возобновилось, чтобы вы сменили гнев на милость. Скажет, что очень плохо было, что он о многом подумал, что вас ему не хватало, и что без вас ему жизнь не мила. Будет жаловаться, расскажет о том, как он думал о вас, как он страдал, как ему кусок колбасы не лез в горло. То есть вот это все, да. И он, конечно же, захочет помириться. Здесь у нас двойка чаш, примирение. Вот этого от него можно ожидать. Он не выдержит. Если он сейчас молчит, то помолчит и не выдержит. Вы о нем обязательно услышите. Захочет, попросит нового шанса, с каким-то предложением появится. Если вы его прогнали или расстались, то обязательно захочет возобновления. Давайте попросим совет вам на нашей мудрой колоде. Совет вам. Что вам сейчас надо знать и делать? Карта Шут. Ну, легче относиться к ситуации. Если хочется начать что-то новенькое, то почему бы и нет? Рассматривайте для себя другие варианты. Вот как раз делайте то, чего он боится. Он боится, что у вас много вариантов, и вы обратите свое царственное внимание на другого мужчину. Ну вот почему бы и нет, вам говорят. Пожалуйста, если кто-то в вашей жизни появляется, то посмотрите на других людей. Давайте еще.
король пентаклей, ой, извините, рыцарь пентаклей и семерка мечей. Ну, здесь как бы не торопитесь ни с какими шагами, ни с какими решениями, не торопитесь. Здесь вам говорят, надо просто очень размеренно, очень разумно действовать, а может быть и не действовать вообще. То есть смотрите, вот если у вас есть какие-то интересные предложения, почему бы и нет? По рыцарю пентаклей это всегда очень размеренное движение. И здесь такое есть предупреждение, что осторожно, как бы поторопишься и можешь нарваться на какой-то обман. Если мужчина вас уже обманывал, вот это таком здесь у нас речь, то поэтому вам говорят, не торопись. Если, например, мужчина попросит еще один шанс, вот этот, то вам говорят, ну да, дай ему шанс. В принципе, попробуй. Вот по шуту, да, новое начало, но это может быть и новый шанс. Да, но не торопясь. Очень не кидаться с головой в омут. Должен быть какой-то очень медленный, такой постепенный процесс. Видимо, именно для того, чтобы не вляпаться, для того, чтобы понять вообще, что человек дальше будет делать. Спокойненько понаблюдать за ним. И, ну, как такое предупреждение, будь осторожна, если он тебя уже обманывал, может обмануть снова. Или если какие-то подозрения были на его счет, то вполне возможно, что подозрения были справедливые. Так что опасайся подвоха. Вот так можно здесь прочитать. Ну а если ты пойдешь в новые отношения, опять же, по дураку, почему бы и нет, то то же самое. Будь осторожна, не торопись. Опасайтесь подделки, как говорится, да? Вот такой здесь совет. На этом я закончу расклад. Спасибо вам большое за внимание. Я желаю вам всего самого лучшего. Пусть все вам удается, все у вас получается. И до следующих раскладов. Пока-пока.